Привет, земляне! Меня зовут Денис, и сегодня я вам расскажу, как приготовить вкусный и ароматный чай. Для этого нам понадобится чайничек, непосредственно сам чай и один из важных ингредиентов – гвоздичка. Она придаст нашему чаю душистости и ароматности. Ну и, конечно же, куда ж нам без стаканчиков. Чтобы чай получился вкусным, необходимо поддерживать температуру. Для этого я рекомендую использовать чайник с толстыми стенками, или если вы, допустим, имеете простой стеклянный чайничек, то необходимо использовать полотенце. Мы его обматываем вокруг чайничка, тогда у нас сохраняется температура. Так как чайник мы только что взяли и он еще холодный, я его подогреваю обычной водопроводной горячей водой. Это помогает нам не красть градус температуры у нашего чая. Для этого наполняю просто водопроводной водой и оставляю его нагреваться. Что ж, пока он нагревается, давайте поставим большой чайник. Наконец-то наш чайник закипел, мы его выключаем, сливаем из маленького чайника горячую воду, теперь он достаточно нагретый, горячий, рукам приятно тепло, и насыпаем чай. Если мы планируем делать чай на 2 персоны, и у нас, собственно, наш чайничек 0,5-0,6 мл, я использую обычно 2 ложечки без горечки горячего черного чая. Горячего черного чая, да. И, конечно же, добавляю свой секретный ингредиент – гвоздичку. Наиболее лучшая гвоздичка считается та, у которой есть бутончики. Они содержат максимальное количество ароматизирующих веществ. И все это дело заливаем горячей водой. Одним из важных аспектов является время. Нужно около 3-5 минут, чтобы черный чай отдал максимум вкуса. Будем ждать. Горячий. Потом часы поставим. Пока наш чайничек заваривается, расскажу, почему я перестал использовать ситечко. В нее, конечно же, очень удобно засыпать чай, но есть одна проблема. Когда мы ее заливаем водой, чай внутри этой ситечки разбухает и затрудняет доступ к воде, из-за чего чай становится менее насыщенным и менее ароматным. Но если у вас есть большая клеточка, ну то есть это вот довольно маленькая, то ничего страшного. Это вот обычно в икеевских чайничках используется. Там достаточно места, чтобы чай набух и имел возможность дальше растворять свои содержимые и прекрасные вещества в воде. Поэтому я перестал использовать такое маленькое ситечко. Наконец-то прошло 5 минут, уже не терпится попить свой вкусный горячий чай, но сперва сделаем маленькую классную штуку. Мы наливаем первую чашку чая и выливаем ее обратно. Некоторые называют этот процесс свадьба, но я называю его просто финальным перемешиванием чая, потому что в носике еще содержится довольно много обычной воды, которая никак не задействовалась в процессе, ну и не хочется тем самым пить просто обычную воду, которая растворяет и крадет у нас вкус. Что ж, давайте нальем наконец-то уже чай. Надеюсь, после этого видео ваш чай станет вкусным и ароматным. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши чайные лайки и не забывайте писать комментарии. Расскажите, как вы завариваете чай и какие специи используете. Засранцы! Их не было здесь! Стоило только начать снимать видео, соседи с дрелью появились. Это ужасно.